Всем привет, друзья-боксерчики! Мы продолжаем тему нырка. И сегодня мы через подводящее упражнение покажем сочетание, как нырок сочетается с защитными действиями, с другими защитными действиями, как он ставится на мешке, как ставится на подушке и как ставится в спарринге. То есть это те необходимые инструменты, которые очень помогут вам в бою. Смотри внимательно. То есть чем хороша подушка, она не двигается. Поэтому первое, что ты делаешь, от прямой линии. Раз, два, нырочком взял, засадил. Раз, два, нырочек, ударил. Раз, два, нырочек, ударил. Раз, два, нырочек, ударил. Попробуй. Хорошо. Еще разок. Хорошо. Смотри, отклоняешь корпус на ногу, заваливаешь. И вот отсюда, вот смотри, первое, что у тебя делается, ты уже заряжен. Вот чем хороший нырок, он очень хорошо сочетается и с любым ударом. То есть вот вывел раз, видишь, я уже в замахе. Два, вес тела сюда ушел. И теперь вот когда я начинаю вот отсюда, вот это самый главный момент. Вот я перехожу на ногу и за счет выноса плеча я уже заряжаю без замаха удар. Бам! Раз, два, раз, бам! Можно и немножко по-другому его делать, но ты попробуй пока через прямую линию, так тебе будет просто проще понять само движение. Вот, как когда ты наваливаешься уже на удар. Бам! 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 Попробуй. Молодец. Молодец. Только сильно-сильно сюда не заходи. То есть ты уже вот, движение само тебя вытащит. Само движение вытащит. Видишь, ты сюда упал, все. Вот отсюда у тебя и пошел. Плечо выносишь. Хорошо встал. Все, у тебя уже заряжена рука. Раз. Молодец. Очень хорошо. Еще разок. Во. Молодец. Еще раз. Нет. Еще разок. Молодец. На меня смотри. На меня смотри. Во, молодец. Хорошо. Молодец. Достаточно. Теперь смотри. Становишься вот сюда. То есть первое твое движение ты делаешь заворот. Пока без ног. Бам. Бам. Вот оно движение. Здесь также выносишь плечо. Вот зачем плечо выносишь? С одной стороны ты защищаешься, с другой стороны ты уже заряжен. То есть тебе не надо вот лишний раз отводить руку. То есть она у тебя уже, видишь, вот все, она заряжена. Раз коснулся, 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 коснулся. Теперь смотри, то же самое ты делаешь, только уже включаешь ноги. То есть сюда вышел и раз с ногами. Можешь запускать одновременно ноги. То есть не так, чтобы у тебя вот так тоже надо. Но в твоем случае сейчас уже сразу, ноги сразу переставляются. Вынес, за счет вот этого вот скачка у тебя идет смещение в сторону, и удар усиливается. Попробуй. Чуть-чуть поближе. Далеко убегаешь. Далеко убегаешь. Еще разок смотри. У тебя вот. Можно, смотри, раз, два, раз, два. А можно сразу. Раз, 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 раз. То есть ты движением прыжка уже правильно себе определяешь коридор своей силы, то есть своего напряжения. И вот под этот коридор ты немножко разворачиваешься. То есть если я бы вот так перед тобой стоял бы, я первое, что делаю, вот. И если я буду оттягиваться сюда, будет дольше времени для удара. Только вот есть момент скольжения. То есть здесь, да, как бы ты делаешь скачок, но все равно, как бы больше у тебя как скольжение идет. Раз, 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 раз. Ну что, парни, старая советская система. Кладем шарик, заворачиваем. Закручиваем. Так, один здесь, другой здесь. Заведи больше плечо. Во. Не бойся шарика. Во. Итак, нырок.
Хорошо. Нырок. О, готов к удару? Нырок. Еще раз. Нырок, удар. Нырок, удар. Когда ты выполняешь, сразу двумя ногами толкаешься. То есть сюда массу загоняешь и этой ногой толкаешься в сторону. Ты можешь в любую сторону толкнуться. В данном случае мы толкаемся просто в сторону. И вот сюда у тебя две ноги отскакивают. Сохраняешь положение вот это. Зачем? Чтобы сразу после скачка нанести удар. Получается вот так. Заводишь с ноги, толчок ногами и сразу удар. То есть это движение сливается. Раз. Раз. То есть скачок помогает твоему удару. Удар помогает твоему скачку. То есть движение раз, 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 раз. Это в учебном варианте такой, ну, простой очень ходильничек. Попробуй. Во. Молодец. Смотри, следующий вариант. Вот знаешь, как вот одна нога выбивает другую. Вот, одна выбивает другую. Поэтому да, вот это вот похожее движение тоже ты так же делаешь. Раз ногу, раз ногу, раз ногу, раз ногу. И к этому ты раз, уже нырочек. Раз, одна нога вытолкнула вторую. На самом деле это, ну, как бы просто, но тоже надо просто привыкнуть. Чтобы научиться быстро, сначала без нырка просто повыбивай ее. Начинаешь делать нырок, раз выбил, раз выбил, раз выбил. Молодец. Молодец. Только видишь, сильно тебя выносит. Попробуй вообще как бы от минимального сделать. От минимального. Вот. Пока тут говорю, особо не заморачивайся, потому что все это как бы выставляется постепенно. Хорошо. Хорошо. Молодец. Во, выбивай ногу, выбивай. Молодец. Пойдет. То есть вот подушка, она на месте стоит. И хорошо вот именно вот уже сильные удары ставить. Мешок, он будет придавать, ну, как бы вот это колебание движения. Поэтому первое, что вам нужно, это понять вот эту вот систему движения не самого мешка, а ваше движение, как вы ловите вот этот вот мешок. Потому что вот эту вот систему надо чуть-чуть приблизить уже к спарринговой работе, то есть к боевой работе. Поэтому вы пока стоите на месте. То есть здесь можно и фронтальные в любой стойке. В оригинале вообще все стойки меняются. То есть вы никогда как бы к полу не прилипаете. То есть вы постоянно от фронтальной стойки в своей. Объясню, почему фронтальная стойка в данном упражнении доминирует. Потому что идет боковой удар, как левый, так и правый. Если выбрать какую-то одну форму, то из-за того, что вот ты стоишь в своей стойке, у тебя левая, ну, как бы рука и левое плечо, оно ближе к мешку. Удар видоизменяется. И наоборот, то есть с правой стороны, когда ты будешь уходить от мешка, удар удлиняется, то есть это абсолютно разные удары. Нам надо как бы вот в одной форме сейчас просто привыкнуть к движению, к своему движению. То есть движение также обязательно, ну, обратите внимание на ваши плечи. Потому что если будете делать вот так, силы никогда не будет. Всегда заводите плечо. Раз, плечо зашло, бам! Отсюда можно уйти. Бам! Качнул, бам! Качнул, бам! И вот когда начинается перебор со стойками, вот здесь вы можете уже выбирать. Бам! Подровнял ногу, бам! Подровнял ногу, бам! 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 То есть момент удара будет усиливаться. Почему? Потому что появляется упор от ноги. И еще одна сила, которая идет от подъема ноги. Получается вот на этом моменте уже идет переворот. Вот он переворот. Вот он. И я остаюсь на этой ноге. С этой ноги я перехожу и опять сюда же возвращаюсь. Бам! 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 Понятно? Вас двое на мешке. Поэтому сложность будет вот именно разобраться с движением, когда вы бьете его. Чтобы, ну, не лепился у вас, удар не прилипал. Потому что, ну, если удар будет прилипать, то есть это лишние секунды. Как только его чуть-чуть коснулся, зафиксируйся, это технический момент. Итак, приготовились. Перед мешком фронтально начинаете. Потихонечку. Раз. Во. Вот, видишь, пошел мешок качаться. Во. Можешь раз покачай. Не всегда ты бьешь.
Во, покачайся, покачайся. Вот видите, как сложно, да? Это элементарное упражнение. Вот когда ты один на мешке, получается все без проблем, вообще без проблем. То есть здесь можно даже, ну, как бы уже, ну, немножко как бы подфинтить. Раз, раз, раз. Можно даже, ну, как бы сымитировал один удар, здесь влепил. Но когда начинается движение, сложность в чем? Сложность, во-первых, понять, когда, с какого момента тебе начать вот эту вот сильную сторону своего движения. И вот когда ты ее начинаешь ловить, постепенно запоминаешь этот момент. Отлично, стоп. Смотрите, есть еще такая, это же упражнение, то есть когда ты раз, не возвращайся, раз, 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 как продублируете. Теперь смотрите, давайте сейчас по одному будете, потому что движение уже будет с ногами. Вот здесь обратите внимание на ноги. То есть так же, как и по классической схеме, когда у вас ноги, ну, отрываются уже в момент нанесения удара. То есть если вы будете, ноги переставил, потом ударил, силу потеряете. Поэтому вот еще раз говорю, здесь союз рук и ног одинаков. Точнее, ну, чтобы объяснить, нога, она подчиняется направлению руки. Нога – это сила удара, а рука – это направление. Вот этот вот союз, вот если смотреть на прямой удар, видишь? Вот он, вот этот момент. У бокового удара то же самое. Я ногу в сторону могу оттянуть, но как только она остановилась, удар закончился. Поэтому получается вот так. Если, например, вот выставляешь ногу, то нога – это ключевой момент. Если будет какая-то, знаешь, поставил, потом ударил, так тоже можно. По-разному. Но вот этот вот момент, к нему реально надо привыкнуть. Когда начинается нога. Теперь этой ногой я толкаюсь и смещаюсь. Сначала все делается по сантиметрам. Это потом уже будете перелетать. В какую, ну там, все зависит от соперника, куда он будет там наклоняться или как он будет отходить. Поэтому постепенно. Завел, ударил. Завел, ударил. То есть вот эти вот движения, они помогают вам быстро перескакивать. Раз, 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 раз. Точно так же надо следить за мешком. Вот если он сюда у тебя качнулся, тебе не обязательно его бить. Подожди, он уйдет сюда. Потом, когда он пойдет на тебя, ты его бам-бам можешь продублировать. Желательно, чтобы мешок не сильно качался. То есть за этим ты тоже следишь. Сюда качаешь, сюда качаешь. Сюда качнул, ударил, нырнул, ударил. Качнул, 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 нырнул, ударил. Качнул, 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 ударил. Чтобы вот эти вот вещи, уклон и нырок, уже у тебя сочетались. Нырок, так же как и уклон, он сочетается многогранно. То есть с передвижениями, с разными защитами. Сейчас мы все это будем делать в спарринге. То есть момент, вот у тебя минимальный буквально скачок. Качнул, качнул, ноги можешь оживить. Качнул, качнул, раз, ударил. Качнул, качнул, раз, ударил. Теперь смотри, вот стоишь вот здесь. Тебе надо к мешку подойти. Пока делаешь через шаг. Подходишь сюда и бьешь. Раз, два, ушел. Раз, два, ушел. Раз, ушел. Раз, ушел. Раз, ушел. Раз, ушел. То есть вместе с шагом вытягиваешь. Вместе с шагом. Не раздельно, вместе с шагом. Вот теперь я объясню. Одна из вещей, вот когда особенно начинаешь делать скачки, дыхание сбивается. Самое сильное движение всегда делается на выдохе. Вот и даже когда челнок ты делаешь, так же и здесь. Вот система дыхания, она помогает усиливать удар. Если ты дышать не будешь, удар, ну, 1, 2, 3, все, задохнешься, потому что вот этот вот дисбаланс начинается в первую очередь из-за неправильной системы дыхания.
Мне очень жалко смотреть на парней, которые вот так вот прыгают. Ну сколько? Ну 3 минуты он попрыгает, все, сдохнет. На самом деле вот эти челночные движения, это, ну вот мой тренер мне говорил, 30 секунд. И все, и надо переходить на другие вещи. То есть у тебя, ну, запланировано уже должно быть шаг, челнок, там какие-то, ну, может быть, где-то на месте надо, как какие-то другие формы передвижения искать, там, ну, под шаг или там полупод шаг, там всякие вещи. И когда ты начинаешь уже двигаться в челноке, то есть надо понять систему дыхания. Вот в любительской классической схеме, когда начинали ставить, ну, вот этот вот челнок, в первую очередь обращали внимание на дыхание, потому что тебе надо силы сберечь в этом движении. Понимаешь саму систему? Поэтому вот обрати внимание, когда ты будешь вот, ну, перед ним стоять, что самое сильное движение удара все равно выдох. По-другому ты не сделаешь. Выдох можно растягивать. Видишь? Вдох набрал. Видишь, как оно работает? То есть не то, что задохнешься. Вот есть такая вещь, кислородное голодание, и есть, когда ты перенасыщаешь кровь кислородом. И так плохо. В одном случае тебя поведет, во втором случае ты как будто, ну, как это правильно сказать, голова заболит так сильно, что даже уши заложат. Смотрите, давайте мы начнем с подводящих упражнений, которые, ну, прописаны школой бокса. Первый момент. Вот сюда ушел, молодец. Сюда ушел. Теперь ты начинаешь. Сюда, 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 сюда. Раз, 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 раз. Упражнение делается на месте, пока ноги не включаете. Стоп. Отлично. Теперь смотрите. В бою вот так вот нельзя делать. Это подводящее упражнение школы бокса. Объясню почему. Заводи удар. Вот ты сюда ушел, туда ты уже не ходи. То есть твоя задача вот здесь и остаться, работать. Если ты, например, вот так сделаешь, еще разок, раз, и можешь так прилипнуть как бы на прямой удар. Это просто ураган. Потому что большинство парней, вот они вот делают подводящие упражнения, они думают, что это так в бою и будет работать. Да ничего подобного. Ты один раз нырнешь, второй раз тебе уже не дадут это сделать. Поэтому нырок в данном случае, он уходит. И второй момент. Вот советская школа бокса, вообще советская система, она любила все классифицировать. Вот есть боксеры, да, вот по классификации, там, темповик, скоростник, там, панч, там, ну, гравик, там, и так далее, и так далее. Также и в данном случае каждое упражнение было классифицировано. То есть нырок, в каких случаях он делается? Он делается с подходом вперед и в атаку. Делается выход из атаки. То есть поэтому приближаешься ты с какой-то целью, уходишь ты тоже с какой-то целью. То есть либо на себя его вытянуть, либо еще как-то. Поэтому второе упражнение уже делается на ногах. Тоже система, ну, подводящего упражнения. Делаешь только на одну сторону. Ныряешь, сразу начинаешь бить. Вот, и я смещаюсь. Видишь? Смещаюсь, закручиваю его. Видишь? Я под ручку ему лезу. Еще разок. Раз, начинаешь. Два. Раз, два. Раз, два. Здесь сильно большие шаги не делайте. Еще раз говорю, тут все от минимального идет. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И вот эта вот система вам просто правильно поможет, когда ты уже начинаешь идти на соперника, да? Раз, и тут же раз, выскакиваешь. Во, стоп. Видите, начали беготней заниматься. Я говорю, силы быстро потеряете. Теперь смотрите, по минимуму попробуйте. Ушел, 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 ушел. Просто. Поехали. За шишками и орехами в ямку. Бух. Чуть-чуть, минимально. Видишь, как важна вот система вот ног. Именно как ноги работают. Теперь смотрите. Очень хорошо сочетается нырок, уклон, подсет. То есть это такие основные как бы вещи, которые, ну, выполняются телом. Но также сочетание идет и с грубой защитой. Например, блок. Блок, нырок.
блок, нырок. Или защита, когда ты отбиваешь рукой, ладонью. Поехали. Другой. Раз, нырок, удар. Раз, нырок, удар. Раз, нырок, удар. Раз, два. Ну или корпус. Теперь смотрите, мы потихонечку все вот эти вот вещи пройдем. Единственное, с блоками и с руками немножко сложнее выполняются, потому что здесь 100% ты должен понимать, какая дистанция. Поэтому вот с защитой телом, хоть она и является и мастерской, считается как бы сложнее, на самом деле в данном случае наоборот, проще. Потому что вот смотри, прямой уклон, уклон боковой, прямой, стоп, подожди, прямой, прямой, боковой, простая связка. Прямой, прямой, боковой. Прямой, прямой, боковой. Уклон, уклон, нырок. И прямой, прямой, боковой. Прямой, прямой, боковой. Можешь ноги по чуть-чуть вставлять, чтобы ты уже понимал. Когда будет идти прямой, он всегда будет идти, видишь, по прямой. Вот нырок, он тебе поможет просто в сторонку уйти. Прямой, прямой. Оп, молодец. То есть прямые удары предпочтительно бьются с подшагом. И бьются они с дальней дистанции. То есть выглядеть будет вот так. То есть быстро это будет. Уклон, 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 уклон. Видишь, я уже сократил дистанцию. Вот теперь шагом ты должен выровнять себя. Раз. Ну, ты далеко убежал. Вот сюда бы заскочил. Ага. Вот. И тогда уже было бы выигрышное время. Еще раз. Раз, два, три. Вот сейчас правильно. Не парься то, что у тебя пока вот... Ничего страшного. Еще раз говорю, вот эти все вещи скачковые, да, они начинаются с шагов, простых шагов. Потом уже, когда уже опыт у тебя будет, уже ты на месте стоять не будешь. Раз сюда надо, раз сюда надо, раз сюда надо, раз сюда надо, раз сюда. Еще раз говорю, там много вариантов. Один из вариантов, ты подходишь и развиваешь свою атаку. Второй, ты наоборот выходишь из атаки. О, раз вошел в атаку, вышел из атаки. Прямой, боковой. Молодец. Только чтобы ударить боковой, ты видишь, где должен оказаться. Вот поэтому ты, когда бьешь, прямой, прямой, боковой. Обрати внимание, чтобы вот эта твоя система защиты во время удара была защищена. Чтобы у вас не получилось так. Видишь, как долго получается. А система работать будет быстро. Раз, два, раз. Видишь, как быстро. Чик-чик, чик. Поэтому тебе и руки нужны. Если что, ты дублируешь защиту. Вдруг ты не успеешь или не увидишь. Раз, два, нырок. Еще разок. Раз, два, нырок. Видишь, как сложно. Поэтому тут разные вот эти моменты сразу не прочухаешь, пока их спокойно, медленно не отработаешь. Два, прямой. Видишь, как сложно ударить, да? Стоп. Сложно ударить, да? Да, потому что он правильно зашел, грамотно зашел, и ты уже не можешь ударить. Вот эти вот вещи, парни, запоминайте, потому что не все сочетания, ну, как бы выигрышные. Есть такие сочетания, которые вас, наоборот, раскрывают, разбивают вам всю, как бы, линию, ну, построения правильной атаки. Поэтому, как правило, на удар вы должны быть, ну, очень-очень острые. Бить только тогда, когда вы 100% уверены. Потому что вот эти вот удары, когда вот комбинация у тебя идет, еще один момент, удары, они все сливаются. Вот есть одиночные удары, вот это одиночные удары, а в серии, вот обрати внимание, вот я выполняю, видишь, вот смотри, как только у меня сюда, видишь, уже рука зарядилась. То есть получается так, что я выталкиваю движением, обратным движением выталкиваю удар. Теперь смотри, вот эту руку я начинаю подтягивать, видишь, это есть начало следующего удара. Поэтому, если серия пойдет быстро, ты от нее никогда не защитишься. Если не знаешь, как защититься. Вот. Видишь, уже 3 удара. Ты успеешь только половину своего движения сделать. Еще раз говорю, удары в боксе быстрые, видишь? Но в некоторых случаях, вот то, что касается особенно бокового удара, когда раз, и он только в одну сторону ушел, еще, не дай бог, зажмурился, все. Вот здесь можно сделать небольшую паузу только для того, чтобы ковырнуть его. Либо вверх, либо низ откроется. Поэтому для чего нужны вот эти вот подготовительные, ну, как говорят, такие как бы удары, не удары. То есть только для того, чтобы его, ну, раздергать или раскрыть его.
Сочетание вот этих вот механизмов дает полную картину понимания в бою. Поэтому спарринговые упражнения, они необходимы. Тем более такая сложная защита. Ну, как сложная? Попробуй, повтори. Еще один момент. Серия – это всегда быстрые удары. Можно как бы заплывать один из ударов, замедлять, но это чисто тактическая как бы уже ситуация, когда ты видишь то, что соперник или обескуражен, или как бы вообще не видит, не успевает за тобой. На этом мы сегодня закончим. Пока вот этих вот связочек, достаточно. В следующий раз, и это уже, будет, наверное, другое видео, где мы в полном объеме покажем это уже, как мальчишки это выполняют в бою. То есть спарринговые упражнения, они начинаются на самом деле с очень подробного и четкого разбора всех моментов, всех нюансов. И как вы двигаетесь, и как вы стоите, и как вы видите. Поэтому, парни, до новых встреч. Ищите нас, ждите наших выпусков. Всем добра, любви.